Привет! Буквально недавно, точнее вчера, разработчики анонсировали двух новых персонажей Шинхэ и Юнджин. Вместе с персонажами разработчики также показали новое оружие и их элементы. Оба персонажа будут частью обновления 2.4, которое, как ожидается, выйдет 5 января 2022 года. Еще давно разработчики делали затравочку на данных персонажей. В трейлере события на заднем фоне можно было увидеть Юнджин. Если присмотреться, видно, что ее глаз бога цвета анемо-стихии, а сейчас разработчики изменили его на геостихию. Видать, разработчики до последнего момента выбирали, какую именно стихию ей лучше всего сделать. Но зато по оружию разрабы, скорее всего, недолго думали. Юнцзинь и Шинхэ будут использовать древковое оружие. Это говорит нам о том, что у нас появилось еще два новых персонажа, которые присоединятся к длинному списку уже существующих персонажей, основанных на копьях. В настоящее время в игре присутствуют Чжун Ли, Бао Сяо, Хутао Тома, Сян Лин и Розария, и все они имеют также древковое оружие. Теперь вместе с Шинхэ и Юнджин их будет целых 10. По стихиям, как мы поняли, Шинхэ будет использовать криостихию, а Юнджин геостихию. Нет сомнений в том, что криостихия одна из самых сильных элементов в игре. На данный момент все пятизвездочные крио персонажи, а именно Ганьюй, Иула и Аяка, являются сильнейшими персонажами. Единственное исключение в этом списке это Чича, но тут она вообще не обсуждается, критует по 1 ляму за удар. Это говорит о том, что Шинхэ с большей вероятностью будет наносить огромный урон, тем более она будет пятизвездочным персонажем. Шинхэ потомок клана экзорцистов. Говоря об экзорцизме, игроки должно было быть ожидали, что Чунь-Юнь познакомит нас с ней. Однако, судя по озвучке, Чунь-Юню есть что сказать о Шинхэ, но узнать, что же он там говорит, нельзя, так как квест закрыт из-за будущего сюжетного задания с Шинхэ. Что касается Юнджин, то на данный момент в игре нет плохих персонажей, к которым прикреплен геоэлемент. Говорят, что Юнджин будет 4-звездочным персонажем. Она известна своими красивыми и динамичными выступлениями, а также прекрасным голосом и тщательно продуманными костюмами. Будь то хрупкая и достойная барышня или могущественная и благородная героиня, она может сыграть любую роль. Юнджин не только актриса, но и драматург. Оперная группа Юньхань поставила несколько новых пьес, написанных ею. Юнджин хранит небольшой секрет. Она всегда создавала достойный элегантный образ, и у нее есть хобби – слушать рок-н-ролл. Эта информация была фактически раскрыта из закадрового голоса Синьянь версии 2.2. На данный момент нет официальной информации о звездах данных персонажей, поэтому лучше всего относиться к данным домыслам с презрением. Напиши обязательно в комментариях, какого из новых персонажей ты будешь выбивать в обновлении 2.4. Спасибо тебе большое за просмотр. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал, если данное видео тебе понравилось. Также заглядывай на Twitch, там мы смотрим аниме и фильмы. Ну и если у тебя есть вопросы по Геншину, добро пожаловать в наш дискордик по ссылочке в описании. Жду тебя там. Спасибо еще раз за просмотр, приятного тебе дня и, как говорится, до новых видео. В каждой катке, в каждой теме есть один такой. Некто еще минус 7.